Приход весны на Урале, как всегда, очень снежный. Но лес в такую погоду необычайно уютный, а свежий весенний снег только придает радости. На видео мы можем увидеть лес в начале марта. Весна выглядит довольно скромно, а скоро придет настоящее лето, поэтому лесных прогулок будет много. Во время карантина у многих людей возникло неимоверное желание вырваться из своей квартиры и отправиться за город, да как можно поглубже в лес. Это то маленькое счастье, которое мы раньше совершенно не ценили. И вот вам 5 причин, почему стоит начать ходить в походы прямо сейчас. Первая причина – это ваше желание и возможность идти ногами по дороге. Кто в этом случае сможет вас остановить от того, чтобы отправиться на прогулку? Только вы сами. У нас есть руки и ноги, есть голова на плечах. Каждый из нас человек, а человек – это часть природы. Сейчас у вас есть желание и есть физическая способность. А что будет завтра, не знает никто. Вторая причина. Походы – это недорого, а иногда и практически бесплатно. Конечно, для походов необходимо некоторое снаряжение, но сейчас его можно найти по достаточно доступным ценам. Причем нужно понимать, что все, что вы получите от своих лесных прогулок, будет для вас гораздо дороже, чем то, что вы потратите на снаряжение. Все это будет бесценно для вас. И многие развлечения вокруг нас, которые сейчас появились, торговые центры, кинотеатры, ночные клубы, это тоже очень важно. И иногда, конечно, нужно каждому. Но в конечном итоге это покупка эмоций за деньги. Это улыбка взамен за вознаграждение. Символ нашего времени. А в походе, в лесу, все ясно и просто. Здесь нет никакой фальши, и никто не красуется перед друг другом. Здесь трудно выдать себя за кого-то другого. И каждый идет сюда исключительно для себя. Причина третья – это мощная перезагрузка, очищение разума и избавление от негативных эмоций. Разум человека устроен сложно, и невозможно, щелкнув пальцами, избавиться от всех своих переживаний или негативных мыслей. Есть одна простая притча. Человека попросили очистить свой разум, и он должен был не думать о красных обезьянах. Но как только он старался перестать думать о них, весь его разум переполнялся именно такими образами. Точно так же и с нашими негативными мыслями. Но все меняется, когда ты попадаешь в природную среду. Перезагрузка и избавление от лишних мыслей происходит сама собой. И за один день вы чувствуете себя отдохнувшими и заряженными на всю следующую неделю.
Четвертая причина – это, конечно же, еда. Любая еда в походе во много раз вкуснее, чем еда дома. Тем более, если она приготовлена на костре и пропитана дымом. Невкусной еды на природе просто не бывает. В общем так, суть походов очень проста. Пошел в лес, погулял, приготовил еду, съел ее, а вышел уже довольный и счастливый. Каждый раз можно искать новое, красивое место. Каждый раз готовить новое, вкусное блюдо. Конечно, многое зависит от типа похода. Если вы идете на одну ночевку, можно взять с собой все, что угодно. Приготовить все, что вы хотите и как вы хотите. А если вы хотите погрузиться в единение с природой и при этом сделать хороший обед, так, чтобы было красиво, вкусно и эстетично, никаких препятствий для этого нет. Пятая причина – это, конечно же, возможность снимать красивые фото и видео в своих походах. А наличие современных интернет-платформ делает возможность делиться своими красивыми картинками, своими мыслями и эмоциями со всеми, кому это интересно. Сейчас мы живем в удивительное время. Нам не нужно снимать километры пленки, чтобы потом убрать ее в гараж или в подвал, где она будет пылиться годами и никогда больше ее уже не увидеть. Мы можем сходить на природу, радоваться солнцу, облакам, мирному небу над нашей головой, а потом выкладывать эти видео в сеть, чтобы искать своих единомышленников и показать им то, что видел ты. В каждый момент нашей жизни миллионы людей во всем мире точно так же гуляют и любуются этим миром, дышат свежим воздухом и радуются каждой минуте своей жизни. Я знаю, что это нетрудно. Поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Сейчас у нас много планов, и скоро вы увидите много всего интересного.